26:11, 9 часов 53 минуты, Фэзан. Неловкая тишина повисла в переговорной, такая густая, будто воздух стал вязким. Все ждали, что девушка-переводчица снова заговорит, но она лишь беспомощно открывала рот, пытаясь уловить смысл быстро произнесенных фраз. Иностранный партнер говорил на диалекте, который редко встречался даже среди профессионалов, а темп его речи был таким стремительным, что напоминал поток воды, стремящийся сорвать плотину. Девушка чувствовала, как внутри поднимается паника, и пальцы невольно сжимали ручку так сильно, что та едва не ломалась. За длинным столом сидели руководители отделов, финансовые консультанты, 2 инвестора, приехавшие специально, чтобы оценить перспективность сделки. Их взгляды скользили по комнате, кто с раздражением, кто с тревогой. Самые нервные уже начинали шептаться, понимая, что встреча, которую готовили несколько недель, может рухнуть из-за одного языкового барьера. Но громче всех молчал мужчина во главе стола, миллионер, владелец компании, человек, способный за одну подпись изменить судьбу проекта и тех, кто за ним стоит. Он сидел, чуть откинувшись в кресле, словно происходящее было развлекательным выступлением, а не важнейшей деловой встречей. Его глаза блестели, губы были изогнуты в едва заметной усмешке, он терпеливо ждал, не вмешиваясь. Но именно это ожидание давило сильнее всего. Девушка чувствовала кожей его взгляд, чувствовала, как каждый ее запиншийся звук отдается эхом в его молчании. И когда она окончательно потеряла нить речи иностранца, поняла, она больше не может продолжать. Она перевела дыхание, пытаясь хоть немного успокоиться, но голос не слушался. Партнер говорил снова, и снова она не понимала. Комната будто замкнулась вокруг нее. Щеки вспыхнули, перед глазами поплыло. Она медленно подняла взгляд, надеясь на подсказку, на хоть какую-то поддержку, но увидела лишь растерянность окружающих. И в этот момент он поднялся. Сначала просто выпрямился, затем медленно поставил ладони на стол и неторопливо прошелся вдоль ряда кресел. Его шаги были уверенными, мягкими, но каждая тонкая деталь в его походке говорила, он контролирует ситуацию. Все разговоры стихли, кто-то даже откинулся назад, будто ожидая выговора девушки. Миллионер остановился рядом с ее стулом, чуть наклонился, словно давая всем возможность услышать каждое слово, и произнес с легким смешком, растягивая нотки иронии. «Переведу за $500». Комната дрогнула, несколько человек нервно засмеялись. Девушка опустила глаза, потрясенная и униженная. Она подумала, что это конец ее карьеры. Но мужчина уже отвернулся от нее, словно его слова не содержали никакого укора, и направился к иностранным гостям. То, что произошло дальше, невозможно было предугадать. Он заговорил, чисто, быстро, без единого запинания, на том самом диалекте, который минуту назад стал камнем преткновения. Его голос звучал спокойно, уверенно, будто он всю жизнь говорил на этом языке. Гости, с удивлением вскинув брови, наклонились к нему ближе. Они переглянулись, и на их лицах появилась смесь уважения, восхищения и откровенного шока. Он не просто переводил, он вел разговор. Он выстраивал смысловые мосты, передавал интонации, подчеркивал нюансы, которые даже профессионалу было бы трудно уловить. В какой-то момент он даже поправил одну фразу, предложив более точный аналог на языке гостей, и те закивали так энергично, будто услышали родственную душу. Все в комнате, до одного, были ошеломлены. Никто не думал, что миллионер лично вмешается. Никто не подозревал, что он владеет этим языком. Девушка, застывшая на своем месте, смотрела на него, не веря собственным глазам. Его голос был спокойным, размеренным, ни тени раздражения, ни тени высокомерия. Он был в своей стихии. Переговоры постепенно выровнялись. Инвесторы начали задавать вопросы, и он переводил их. Так, будто музыка текла из его уст. Гости отвечали свободно, расслабленно, словно разговор с ним был не работой, а приятной беседой. Атмосфера в комнате изменилась, напряжение растворилось словно дым. Девушка заметила, как начальник отдела проведения сделок вытер лоб платком. Финансовый консультант, который минуту назад мрачнел, теперь оживленно писал что-то в блокноте. Все словно обрели надежду. И вот, спустя еще несколько минут, обсуждение подошло к логичной паузе. Миллионер поблагодарил гостей на их языке, так красиво и вежливо, что они улыбнулись шире, чем за всю встречу.
Потом кивнул, повернулся и направился на свое место. Он не сказал ни слова о $500. Не посмотрел на девушку с упреком. Он просто сел, открыл ноутбук и сделал вид, что продолжает работу. Для него это действительно выглядело как нечто обыденное. Но для всех остальных, особенно для девушки, это стало откровением. Комната погрузилась в такую тишину, что было слышно, как кто-то щелкнул колпачком ручки. Люди не знали, что сказать. Ему не аплодировали, слишком внезапно, слишком резко. Но в воздухе висело ощущение, будто они стали свидетелями чего-то редкого, скрытой глубины человека, о которой никто даже не подозревал. Он перевел, но не за деньги, а чтобы спасти всех, и, может быть, кого-то в особенности. 26:11, 9 часов 54 минуты, Фезан. После напряженных переговоров офис постепенно опустел, но ощущение странного, почти звенящего после событий утра воздуха не исчезло. Люди расходились группами, обсуждая то, что сделали иностранные партнеры, но все возвращались к одному моменту, к тому, как миллионер встал, пошутил про $500 и одним движением спас встречу. Девушка-переводчица осталась в своем маленьком кабинете у окна посреди коридора. Она сидела, обхватив голову руками, и пыталась понять, что делать дальше. Ее сердце все еще билось быстро, а в груди стояло неприятное ощущение стыда, словно она подвела не только себя, но и всю компанию. Она смотрела на часы, прошло всего полчаса с конца переговоров, но казалось, будто пролетел весь день. Она снова прокручивала в памяти момент, когда он поднялся. Его насмешливый взгляд, фраза о $500, ее растерянность, но куда сильнее давило другое, то, как он говорил на том диалекте. Свободно, уверенно, даже красиво. У нее было ощущение, будто она услышала не переводчика, а носителя языка. И это-то и было самым обескураживающим, почему он молчал все это время. Почему не сказал, что знает язык? Почему дал ей ошибаться? Она вздохнула и закрыла глаза, чувствуя, как внутри поднимается волна беспомощности. Она представляла себе, что скажет начальник, лишат ли ее премии. Или, хуже того, уволят. Она не боялась потерять работу, но боялась потерять веру в себя. Один провал, и вот она уже не уверена в собственных способностях. Дверь кабинета тихо скрипнула. Девушка резко подняла голову и увидела его, миллионера. Он стоял в дверном проеме, высокий, уверенный, почти безмолвный. Его присутствие было настолько сильным, что ей показалось, будто комната стала теснее. Он не спрашивал, можно ли войти. Просто вошел и прикрыл за собой дверь. Девушка вскочила, испуганно выпрямившись, но он спокойно поднял ладонь, показывая, что этого не требуется. «Сядьте», – произнес он тихо. Она послушалась, не в силах отвести от него взгляда. Он сел напротив, положив на стол свой телефон и слегка наклонившись вперед. Несколько секунд он молчал, будто выбирая слова. Девушка чувствовала себя так, будто ждет приговора. «Вы нервничаете», – наконец сказал он. Это не был вопрос, утверждение, сказанное ровным, спокойным голосом, которому трудно было противостоять. Из-за утреннего она все же не удержалась. Он слегка приподнял бровь, будто удивился, что это вообще может быть вопросом. Естественно, но не по той причине, что вы думаете. Она непонимающе посмотрела на него. Ее пальцы дрожали, и она спрятала руки под стол. «Вы думаете, что я хотел выставить вас глупо, когда сказал про $500, произнес он почти мягко, но это было не так. Она удивленно моргнула. Никогда прежде она не слышала, чтобы он говорил подобным тоном. Обычно его голос был резким, уверенным, иногда холодным. Но сейчас он звучал человечески. «Я вмешался потому, что вы были на грани паники. А переговоры, они, знаете ли, требуют иногда нестандартных методов». Шутка – лучший способ разбить лед. Даже если она звучит не очень деликатно. Ее губы слегка дрогнули, она не знала, что сказать. Он продолжал, а язык, он на мгновение отвел взгляд, словно вспоминал что-то далекое. «Я жил в той стране почти год. Работал там, тогда я не был миллионером. Был никем, если честно». Его слова удивили ее настолько, что она даже забыла, что переживала. «Никем, вы», вырвалось у нее. Он усмехнулся, тихо, почти грустно. «Да, это было давно, но язык тогда стал для меня спасением.
и работой, и возможностью подняться. Я никогда не афиширую это. Зачем? Люди привыкли думать, что богатство появляется из воздуха. Но иногда оно растет на тех вещах, о которых никто не знает. Она слушала, затаив дыхание. Это был другой человек, не тот, что шел между столами с ироничной усмешкой. Этот мужчина говорил спокойно, будто снимая броню, которую носил годами. Он вытянул руку и положил на стол маленькую флешку. Здесь материалы, которыми я пользовался сам. Редкие записи, разборы диалектов. Если хотите, изучайте. У вас хватит способностей. Вам нужно только чуть больше уверенности. Она коснулась флешки пальцами, будто это было что-то невероятно ценное. «Но, почему?» – спросила она едва слышно. «Почему вы помогаете мне?» Он посмотрел ей прямо в глаза, долго, внимательно, так, что она почувствовала, будто он видит ее насквозь. «Потому что в вас есть трудолюбие. А талант без труда – ничто. Но труд без поддержки – еще худшее ничто». Она замерла, пораженная тем, что услышала. Он поднялся, собираясь уйти. Рука уже тянулась к дверной ручке, когда она нерешительно спросила: «А про $500 вы серьезно шутили?» Он оглянулся и впервые за весь день улыбнулся по-настоящему. Конечно, иногда уместная шутка спасает больше, чем все переводы мира. И вышел, оставив ее сидеть с флешкой в руке, с дрожью в пальцах, и с ощущением, что впервые за долгое время в ней увидели не ошибку, а потенциал. 26:11, 9 часов 54 минуты, Фезан. Прошла неделя после тех событий, но странное напряжение между ними никуда не исчезло, наоборот, будто стало плотнее, тише, глубже. Девушка все еще хранила ту флешку как что-то драгоценное. Она открывала файлы каждый вечер, слушала записи, делала пометки, повторяла сложные конструкции вслух. Иногда ей казалось, что она слышит его голос рядом, спокойный, уверенный, терпеливый, и это почему-то придавало ей сил. Но что страннее всего, с каждым днем она все больше ловила себя на мысли, что хочет увидеть его снова не как начальника, не как спасителя, не как человека, обладающего каким-то недостижимым уровнем достоинства, а просто как мужчину. Он же, напротив, стал вести себя так, будто между ними не происходило ничего особенного. Ни намека на то, что он однажды появился в ее кабинете, ни одного слова о флешке, ни единого взгляда, который можно было бы счесть личным. Он разговаривал с ней ровно, вежливо, иногда с той самой иронией, которой был известен, но не чуть больше. И именно эта его отстраненность выводила ее из равновесия. На 8-й день после переговоров в офисе объявили о подготовке новой сделки, крупной, сложной, требующей участия всех ключевых отделов. Девушку вызвали в конференц-зал одним сообщением: «Поднимитесь. Срочно». Она сжала плечи и вошла. Внутри за длинным столом сидели руководители, но главное, он был там. Его взгляд на мгновение задержался на ней, быстрый, изучающий, будто он оценивает, насколько уверенно она стоит. Потом он повернулся к другим, словно ничего не заметил. «Итак», — начал он, — «партнеры на этот раз требуют не просто переводчика. Им нужен человек, который сможет синхронно работать в нестандартных условиях. У нас есть 2 возможных кандидатов». Он назвал имя опытного сотрудника. Потом, ее имя. Она почувствовала, как по спине пробежал холодок. Ее сердце забилось быстрее, все повернулись к ней. Несколько человек явно удивились, возможно, все еще помнили ее провал. Он же, как ни странно, не выражал ни малейших эмоций. Он просто продолжал: «Завтра мы проводим подготовочный тест. Кандидат, который окажется лучше, поедет навстречу». Ее дыхание сбилось. Она была готова, она работала, она старалась. Но сомнения все равно подступали. Он слегка наклонился вперед, глядя на группу сотрудников, и спокойно добавил: «И я советую вам не недооценивать 2-го кандидата». Его слова прозвучали нейтрально, но девушка почувствовала странное тепло. Как будто этим предложением он поставил невидимую стену между ней и всем предвзятым мнением, которое витало в воздухе. Тест должен был начаться на следующий день в 9 утра. Она пришла на работу раньше, чем обычно, в 7. Кабинеты еще были пусты, коридоры тонули в полумраке, а ее шаги отдавались глухим эхом. Она включила компьютер, открыла флешку и еще раз прослушала сложнейшие фразы из диалектов.
Ее пальцы дрожали, но внутри жил непонятный азарт, смесь страха и желания доказать себе, что она может. В 9 она вошла в главный залив. Там стоял микрофон, несколько диктофонов, ноутбук с аудиофайлами. Против нее опытный переводчик, мужчина лет 40, уверенный, спокойный, с высокомерной улыбкой, будто он уже победил. Он бросил на нее взгляд, полный снисхождения. «Готова проиграть», – прошептал он. Она не ответила, просто встала на место. Он вошел почти незаметно, как тень. Миллионер стоял у стены, наблюдая. Сначала он казался совершенно безучастным, но когда девушка встретилась с ним взглядом, что-то блеснуло в его глазах, поддержка. Признание, или просто интерес. Тест начался. Первые фразы были легкими, стандартными. Оба справлялись. Но потом начались диалекты, быстрые, сложные, требующие внимания, концентрации и нервов. Мужчина-переводчик сначала уверенно шел вперед, но вскоре начал сбиваться, путаться, подменять слова. Она же, напротив, будто входила в поток. Ее дыхание стало ровным, речь – плавной, а интонации – точными. Она даже не думала, просто чувствовала текст и передавала его, как музыку. Через 15 минут тест закончился. В комнате повисла напряженная тишина. Все ждали его реакции. Он отошел от стены, медленно прошел мимо всех, останавливаясь перед девушкой. Она дышала тяжело, будто пробежала марафон. Он смотрел на нее так, будто видел не сотрудника, а человека, который только что перешагнул через себя. «Вы выполнили работу без ошибок», – произнес он тихо, и намного лучше, чем ожидалось. Опытный переводчик резко отодвинул стул. «Это смешно. Я работаю 10 лет. Она новичок». Миллионер повернулся к нему с холодом, которого никто не хотел бы испытать на себе. «Опыт – не заслон от некомпетентности», – тихо произнес он, – «сегодня она была лучше». «Это факт». Он снова повернулся к девушке. На мгновение их взгляды встретились, и она увидела в его глазах то, о чем боялась даже подумать – гордость. Чуть заметное, еле уловимое чувство, но настоящее. «Собирайтесь», – сказал он, – «мы вылетаем в пятницу». Она едва успела кивнуть, когда он уже вышел. Но когда дверь закрылась, она впервые за долгое время не чувствовала ни страха, ни сомнения. Она чувствовала одно, он поверил в нее раньше, чем она сама.